Как вы думаете, что будет, если взять богатый и насыщенный низкими частотами звук легендарного Shure SM7B, добавить к нему кристальный верхастый звук Electro-Voice RE20 и прикрутить к этому всему усилитель динамит на 30 дБ чистого сигнала? Именно так получится наш загадочный герой от SE Electronics. Всем борщ. Существует поговорка «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». В случае с выбором техники она звучит немного иначе. Пересмотри много обзоров и только потом делай выбор. Лично я делаю именно так. И данным видео я хочу помочь некоторым из вас решить проблему выбора микрофона для дикторской работы, для записи голоса и так далее. В сегодняшнем видео будет представитель компании SE Electronics под названием Dinocaster. Давайте посмотрим распаковку, а далее продолжим обзор. Вот так, собственно, выглядит коробка. Внутри нас встречает документация, стикеры, инструкция. В дополнительном отсеке находится поролоновый поп-фильтр для дополнительной защиты от взрывных букв. И, собственно, сам наш микрофон. Он очень хорошо упакован в много слоев пупырчатого материала. Вот так выглядит микрофон. И возвращаемся к обзору. До этого момента в видео вы слышали звук, записанный на дешевый петличный микрофон с AliExpress. Сейчас по щелчку пальцев мы перейдем на звук с данного микрофона. Всем привет! Собственно, вот так звучит этот микрофон. В данный момент настройки микрофона находятся в нейтральном положении. То есть нет среза низких частот, нет повышения низких частот и также ровные высокие частоты. И включен бустер, то есть усилитель сигнала, динамит плюс 30 дБ чистого сигнала. Чтобы показать возможность изменения частотных характеристик на данном микрофоне, давайте сейчас перейдем в режим среза низких частот. В данный момент вы можете слышать, как микрофон срезает низкие частоты. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Давайте перейдем в повышение, в режим повышения низких частот. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас микрофон стоит в режиме повышения низких частот. Раз, два, три, раз, два, три. Теперь я включил режим низких частот в ровное положение и поднял первый уровень высоких частот. Раз, два, три, раз, два, три. Вы слышите, верха стали немного выше. В данный момент переключатель низких частот стоит в нейтральном положении. И переключатель высоких частот стоит в режиме номер 2, то есть максимальное повышение высоких частот. Раз, два, три, раз, два, три. Вы слышите, в таком режиме появляется больше сибиллянтов, больше шипящие выделяются и так далее. Как по мне, для большинства людей самым приемлемым будет режим повышения высоких частот на первом уровне и переключатель низких частот в режиме повышения. Сейчас продемонстрирую. Раз, два, три, раз, два, три. Всем борщ. Мне кажется, вот такой режим будет предпочтительный для большинства пользователей. То есть здесь поднимается немного низ. Опять же, это для тех, у кого голос не обладает таким басом, низкими регистрами. И повышаются верха, что делает голос более выделяющийся на фоне. То есть за счет высоких частот слышится вот эта кристальность голоса. Раз, два, три, раз, два, три. Что ж, давайте проведем тест на направленность микрофона. Данный микрофон является динамическим, поэтому он принимает звук, которым говорится строго в микрофон. В данном случае все видео я говорю немного под углом, дабы не было попадания всевозможных моих дыханий. Что ж, вот вы слышите направленность. Если говорить прямо в микрофон, если я говорю на 90 градусов от микрофона, и собственно вот. Очень хорошо отсекаются звуки, которые не направлены строго в верхнюю часть микрофона. Давайте проведем тест на взрывные буквы.
Питер Паркер покупает пиццу пепперони. Питер Паркер покупает пиццу пепперони. Давайте проведем тест с поп-фильтром. Питер Паркер покупает пиццу пепперони. Питер Паркер покупает пиццу пепперони. На данном примере вы могли слышать, как помогает дополнительная ветрозащита в борьбе с взрывными буквами. Самым популярным дикторским микрофоном на данный момент в мире является Shure SM7B. Вы могли видеть его у многих блогеров, на радиостанциях, на телевидении и так далее. И если вы захотите его себе домой, то вам это обойдется в круглую сумму. Во-первых, вы покупаете сам микрофон, который стоит 35-40 тысяч рублей. Далее к нему нужна не самая дешевая карта, так как дешевая карта никаким образом не сможет запитать нужное усиление для данного микрофона. В данном случае вам еще придется приобретать бустер, так называемый микрофонный предусилитель, который тоже стоит в районе 5-10 тысяч рублей. Итого, учитывая стоимость звуковой карты, вам это все обойдется в районе 60 тысяч. В моем случае я использую данный микрофон в связке с картой Audient ID4 MK2, включив фантомное питание и бустер в самом микрофоне. И данный звук, который выдается, меня устраивает на 150%. Я считаю, что это очень хорошее решение за такие деньги. Общий комплект мне обошелся менее чем в 30 тысяч рублей. Звук вы слышите сами. Решать вам. От себя хочу добавить, что данный микрофон прекрасно подойдет для неподготовленного помещения, если вы записываете дома. Он сможет покрыть множество ваших требований, которые вы ставите для себя в звукозаписи, а конкретно в записи голоса, дикторской работы и так далее. Я считаю, данный микрофон подойдет отлично. А с вами был Борщецкий. Всем пока!